Глава 149. Селянь спросил, генерал Пэй победил или проиграл. Пэйсу ответил, победил. И проиграл. Все зачинщики мятежа пали от меча Пэймина. Среди них множество старых товарищей, что следовали за ним более десятка лет. Меч генерала, Мингуан, покидал ножны лишь во время сражений плечом к плечу с этими людьми. Теперь же он стал орудием их убийства. А когда битва завершилась и победитель определился, государь Сюйли, что вполне обосновано намерением схватить мятежника, приказал своим людям окружить Пэймина, который весь был в крови и от усталости не мог пошевелиться. Он умел сражаться, но если битва проходила не на поле брани с настоящей армией, победа могла ему и не достаться. Он одолел врага и спас государя, но в итоге сам оказался тем, кого приказано убить без суда. Пэймин, держа горшок в руке, слышал все, о чем говорили принц и Пэйсу, просто ему сейчас было не до того. «Мне следовало сразу понять, что это в твоей манере», — сказал он. По-видимому, затаённая злоба Жунгуана переселилась в сломанный меч, испивший крови многих тысяч людей, и душа меча откликнулась ему, только так он смог просуществовать до сего дня. И все же голос из горшка холодно отозвался: «Все твои подручные давным-давно погибли. Я всего лишь меч». Селянь понимал, что сейчас он, скорее всего, не признает своей истинной сущности, поэтому расспрашивать бесполезно. «Оставьте его, генерал Пэй». Пэймин согласно кивнул и передал горшок Пэйсу. Теперь у них в руках находились целых два опасных демона, что, несомненно, опуская детали, можно считать успешным началом. «Далее мы с генералом Пэем будем продвигаться вглубь горы», — сказал принц. «Бань Юэ, а вы?» «Отправитесь на поиски ее превосходительства, повелителя дождя», — Пэйсу ответил. Ее превосходительство в погоне за похитителями крестьян давно ушла вперед. «Нам с вами все равно по пути. Мы готовы содействовать генералу и вашему высочеству. Идемте вместе». Пэймин же, придя наконец в себя, слегка нахмурился. «Тогда давайте скорее выдвигаться. Государыня Юйши не богиня войны, и все же идет быстрее нас. Боюсь, впереди поджидает немало опасностей». Селянь поднял на руки Хуачена, Бань Юэ забрала оба горшка с демонами, и отряд поспешил выдвинуться вглубь густого леса. Поскольку они все еще находились на внешнем уровне горы Тунлу, по пути им не встретилось опасных врагов, в основном лишь мелкие демоны, которых даже трогать бессмысленно, а отряд просто проходил мимо. Если же кто-то хотел напасть на них, Бань Юэ и Пэйсу выпускали змей, чтобы отпугнуть врага. Так они шли целый день, пока, наконец, не вышли из леса ко второму уровню горы. Здесь заросли стали реже, дорога шире, и даже появились следы пребывания людей. Селянь увидел по краю дороги разрушенные почерневшие домишки. Встретить нечто подобное вместе, отделенном от внешнего мира, оказалось слишком странно, поэтому принц не удержался от вопроса, откуда здесь людские жилища. Бань Юэ и Пэйсу покачали головами, Пэймин тоже ничего не знал. «Думаю, лучше спросить об этом его превосходительство князя демонов, что у вас на руках». Селянь подумал об этом сразу же, и если бы Хуачен находился в сознании, он наверняка смог бы ответить на этот вопрос. Принц опустил взгляд на Хуачена, и его вновь охватила тревога. Жар постепенно отступил, но глаза до сих пор были закрыты. Пэймин напомнил: «Ваше Высочество, мы начинаем продвижение на следующий уровень, впереди ждут еще более опасные твари. Может быть, остановимся и дождемся пробуждения градоначальника Хуа». Сейчас они находились на довольно широкой развилке. Один путь вел на восток, другой — на запад. Селянь недолго поразмыслил и ответил: «Уже глубокая ночь. Давайте остановимся на ночлег». Они весь день провели в пути, стоит немного отдохнуть. Кроме того, принц рассчитывал все силы направить на защиту и помощь Хуачену. «Хорошо. Братцу Пэйсу тоже нужно отдыхать», — согласилась Бань Юэ. Тут-то все и припомнили, что Пэйсу теперь простой смертный, и ему необходимы отдых и пища. Сам же он ни разу и словом не обмолвился. Селянь, поскольку носил на себе две проклятые канги, также не был исключением,
однако из-за переживаний за Хуачена совершенно позабыл обо всем остальном. Они расположились лагерем на развилке. Бань Юэ развела костер, Пэйсу отправился на охоту. Селянь, видя, что остальные занялись своими делами, вновь принялся всматриваться в лицо Хуачена. Однако вскоре интуитивно обернулся и увидел Пэймина, глядящего на них обоих. Они переглянулись, и Пэймин неловко усмехнулся. «Ладно. Я отойду». «Нет. Лучше не стоит». Принц ведь не собирался совершать ничего предосудительного, почему выглядело так, словно он какой-то злодей. Тем временем Бань Юэ подошла к ним с горшком, полным съестных припасов. Генерал Хуа, Селянь и Пэй Мин одновременно повернулись к ней. «Что такое?» — спросил Селянь. В черном горшке оказался связанный перепуганный фазан. Бань Юэ протянула горшок принцу. Его поймал братец Пэйсу, сказал, чтобы я приготовила. Но я не умею. Вернувшись с охоты, Пэйсу отправился вперед разведать обстановку. Пэймин же, кажется, был недоволен Бань Юэ, чтобы девушка не делала. И сейчас, совершенно уверенный в собственной правоте, пустился в порицание: «Ты ведь девушка, а целыми днями сражаешься. Не наряжаешься, не красуешься, ну и ладно. Но ты еще и готовить не умеешь». Селянь и Бань Юэ не нашлись, что ответить. Ведь Бань Юэ не была простой девушкой из обычной семьи, она не имела такого же чувства прекрасного, как Пэймин, и, конечно, не поняла его слов, которые показались ей странными. Селянь же, можно считать, уяснил, что стоило Пэймину заговорить о женщинах, и остановить его невозможно, поэтому сказал: «Бань Юэ, поставь горшок. Я тебя научу». Девушка целиком и полностью доверяла принцу, поэтому с радостью согласилась. Спустя полчаса Селянь уже общипывал разноцветные перья с тушки фазана, а Пэймин, глядя на свои окровавленные ладони, посетовал: «Вот уж прекрасная картина, генерал убивает птицу, наследный принц общипывает перья». Селянь, глядя на кровь, стекающую с голых рук, которыми Пэймин убил птицу, спросил: «Генерал Пэй, неужели вы не могли воспользоваться ножом, мечом или чем-то подобным? Так ведь сподручнее». А есть нож, тут же оба непроизвольно повернулись в направлении горшков, стоящих на земле неподалеку. Жунгуан, кажется, даже в своей темнице ощутил на себе их странные взгляды, горшок задрожал от злости и разразился криком: «Пошли прочь! И чем дальше, тем лучше! Да я бы окунул свое лезвие в яд, чтобы вы отравились». Принц и генерал поскорее отошли подальше. И только там, где горшок точно их не услышит, Пэймин покачал головой и сказал Селяню: «И ведь правда может». Он всегда отличался таким характером. Странно было бы, поведи он себя иначе. Селянь, слушая, как Жунгуан его ругает, проникся сочувствием к Пэймину. «Я вас понимаю. У меня есть двоюродный брат, он немного похож на генерала Жуна. Бранится пуще него. Однако не такой способный. Все-таки Жунгуан когда-то оказывал поддержку Пэймину в сражениях. А пожелай Цзэжун помочь Селяню, он погубил бы принца раньше, чем это сделали бы враги». Пэймин, кажется, представил себе Жунгуана, который бранится еще почище теперешнего, но при этом не умеет сражаться, и со всей искренностью посочувствовал: поистине страшное дело. Тем временем Селянь запихнул ощипанного фазана обратно в горшок, наполнил емкость водой и поставил на огонь вариться, время от времени подкидывая диких ягод, трав или чего-нибудь эдакого, чтобы добавить вкуса. Бань Юэ, глядя на него, старательно отправляла в горшок все найденное ею, что выглядело съедобным. Пэймин, видимо, не понимал, что они делают, но, поскольку сам никогда не кошеварил, подвоха не обнаружил, а лишь подкладывал хвороста в костер. «Ваше Высочество, я все хотел у вас спросить, но, поскольку мы не были близко знакомы, как-то не решался». Они и впрямь не могли считаться приятелями. Ранее все, что Селянь знал о Пэймине, ограничивалось отличными воинскими навыками и званием ветреного соблазнителя женщин, не считая конфликтов между ними. Теперь же, после нескольких совместных сражений, принц невольно поменял свою точку зрения и, можно сказать, ближе познакомился с ним,
так что ответил: «Прошу, спрашивайте, генерал. Вас не низвергли дважды, поэтому вы носите 2 проклятые канги. Но после 3-го вознесения вы ведь могли попросить владыку снять их. Почему вы этого не сделали?» Бань Юэ после долгих размышлений вспомнила еще кое о чем и схватила несколько длинных фиолетово-красных скорпионовых змей, которых тут же запихнула в кипящий на огне горшок. Селянь, преспокойно глядя на все это, ответил: «Что ж, генерал Пэй, тогда и у меня есть к вам вопрос. Прошу, говорите. Почему вы не выбрали себе новый меч в качестве артефакта после того, как сломали Мингуан?» Пэй Мин вскинул брови. Вопрос поистине не самый приятный. Селянь в точности повторил его выражение лица. «Тоже могу сказать и о себе». Оба коротко посмеялись. И вдруг Пэй Мин сказал: «Я никогда не считал это прекрасной легендой». «Я понимаю». Селянь собирался сказать что-то еще, но вдруг услышал за спиной странное шевеление. Сердце принца дрогнуло, он тут же обернулся. Саньлан Хуачен сам поднялся с земли, Селяня охватило удивление вкупе с радостью, он торопливо схватил Хуачена за плечи и воскликнул: «Саньлан, ты очнулся?» И, кажется, вырос. В самом деле, если ранее Хуачен выглядел как ребенок не старше 10, то теперь на вид ему было лет 13-14. К тому же, стоило ему заговорить, принц услышал хрипловатый юношеский тембр: «Да. Спасибо, ГГ, ты помог мне облегчить процесс». Пэй Мин, поистине отрадное событие. Селянь, ни за что меня благодарить, Затем принц осознал слово «облегчить процесс», и его улыбка застыла, а в мыслях пронеслось: «Это ведь не то, о чем я подумал». В следующий миг Хуачен схватил его за плечо и самым серьезным тоном сказал: «Ваше Высочество, выслушай, с востока сюда приближается тварь. Ты должен пока избежать встречи с ней». Селянь удивленно замер, они оба обратили взгляды к востоку, будто могли сквозь бескрайнюю темноту ночи увидеть крадущуюся тень. Принц не ощутил никакой опасности, но, тем не менее, повиновался. «Хорошо. Мы укроемся от нее». «Пэй Мин, где мы укроемся?» Но от развилки вело лишь 2 пути, и Селянь ответил: «На западе». Бань Юэ схватила глиняный горшок с огня, видимо, чтобы забрать его с собой, и произнесла: «Братец Пэйсу еще не вернулся», но в тот же миг на западной тропе показалась фигура, которая быстро бежала к ним. Это как раз возвратился Пэйсу, ходивший на разведку. Он закричал: «Генерал! По этой дороге идти нельзя. Сюда направляется полчище демонов». Хуачен спросил его, сколько их. Увидев, кто задал вопрос, Пэйсу на миг остолбенел, но все же ответил: «Судя по тому, как дрожит земля, по меньшей мере 5 сотен, боги войны бескрайней на то необходимости никогда не станут рассматривать вариант повернуть назад». И Пэй Мин спросил: «Так мы идем на запад или на восток?» Хуачен решительно ответил: «На запад». Селянь согласился: «На запад». По какой-то причине Селянь интуитивно верил, что запад с полчищем демонов безопаснее востока, где не видно и тени. Без лишних слов они в спешке двинулись в путь. Принц уж было приготовился к встрече с волной нечисти и массовому побоищу, однако они пробежали 6-7 ли, а никакой толпы не застали. Невольно подивившись, Селянь спросил: «Младший генерал Пэй, где именно и когда вы услышали, что сюда надвигается 5 сотен демонов?» «Здесь, неподалеку». Тогда они находились в 5-6 ли от меня и быстро приближались. В таком случае это весьма удивительно, их отряд бежал на запад, тогда как 500 демонов бежали на восток, и к тому же очень быстро. Получается, они вскоре должны столкнуться. Но почему впереди не только не видно, но даже не слышно ни одного демона? Пэй Мин предположил: «Ся Пэй, может, ты ослышался». И они повернули назад. Пэйсу ответил: «Думаю, вероятность мала». Поскольку они бежали слишком быстро, создавалось впечатление, будто они, Хуачен, спасаются от смерти. Неожиданно Селянь остановился. И не только он, весь отряд встал на месте. Поскольку они увидели, что дорогу преградили горы мертвых тел. Среди трупов виднелись и человеческие, и звериные, всевозможных диковинных форм.
Также в воздухе витали разбитые вдребезги души, сгустки черного тумана и блуждающие огоньки, от которых остались лишь струйки дымка. Зрелище поистине душераздирающее. Селянь присел на корточки и присмотрелся, после чего заключил, они и впрямь спасались от смерти, но только не спаслись. Едва услышав приближение полчища, Пэйсу рванул обратно, чтобы предупредить остальных. А вскоре после этого что-то настигло демонов и разом расправилось с ними. Хуачен произнес: «Это сделал кто-то один». Селянь кивнул. Будь с обеих сторон по целой толпе, не удалось бы сработать столь чисто, да и битва не закончилась бы так же быстро. Тот, кто уничтожил 500 демонов за невероятно короткое время, несомненно, был еще сильнее демона Острого Лезвия. Как видно, это тоже противник, на которого им следует обратить особое внимание. Бань Юэ, прижимая к себе горшок с супом, сказала: «Надеюсь, ее превосходительство не пошла по этой дороге». Пэйсу заверил: «Не стоит беспокоиться. У ее превосходительства есть защитник». Внезапно Селянь услышал неподалеку странный стук, а потом увидел череп, который стучал челюстью. Звук исходил именно от него. Увидев, что его заметили, череп в ужасе взмолился: «Пощадите, я никогда больше не явлюсь сюда, я хочу обратно, я хочу домой». Селянь почтительно поднял череп с земли и мягко спросил: «Не бойся, мы просто проходили мимо. Можешь рассказать нам, что здесь произошло?» Череп, не переставая стучать челюстью, ответил: «Вы мимо проходили. Не вздумайте идти дальше, впереди ждет нечто страшное. Вместе с нами он убил уже больше 1000 демонов, но ему все мало, и он безостановочно, больше 1000, все серьезнее, чем они себе представляли». Селянь продолжил: «А о ком ты говоришь? Ты знаешь его имя? Или прозвище? Или как он выглядит?» «Нет, не знаю. Я не успел разглядеть, ему не понадобилось и нескольких атак, чтобы убить нас. Я лишь смутно увидел вдали, что это мужчина в черных одеяниях, очень молодой и очень бледный». Пэймин сказал: «Как видно, с ним не просто справиться. Ваше Высочество, градоначальник Хуа, вы уверены, что нам стоит продвигаться именно на запад, а не на восток?» Череп тут же сорвался на визг: «На восток тоже нельзя. Только не на восток». Селянь спросил: «А что такое на востоке?» Череп ответил: «Мы именно потому и выбрали западную дорогу, что не осмелились пойти на восток. Там, на востоке, юноша в белых одеждах всего за один день уничтожил более 2000 демонов. Он еще страшнее, чем тот, что на западе.